Всем привет, с вами Дэн, и как видите, у нас здесь скваля, коробочка, да, открываем, смотрим, что внутри, а внутри у нас модель скваля 1545. Давайте часы сейчас достану, пока в сторонку их отложу, здесь еще есть несколько у нас дополнительных бумаженцей, это гарантия международная, да, это у нас инструкция на английском и на итальянском, и там, в общем, несколько языков. И есть еще у нас и русская версия, да, производитель Сквали, Швейцария, официальный дистрибутор, Swissmade и так далее. Ну и руководство на русском языке. И это здорово, потому что Сквали теперь официально продаются в России. К чему я, кстати говоря, несказанно рад, потому что, ну, бренд очень и очень достойный и с хорошей историей. Так, давайте... Сейчас я пленочки все сниму, а потом мы уже продолжим знакомиться с этой моделью. Итак, распаковал красавцев. Ну и, собственно, я уже несколько роликов про Сквали снимал. Это бренд с интересной историей, как я уже говорил. Семейная компания, которая изначально производила корпуса для знаменитых брендов, потом решила, в общем, делать и свои собственные модели. И линейка у них достаточно широкая. Про самую знаменитую модель я вам снимал отдельный видос, и ссылка будет в описании к этому ролику. А сегодня мы поговорим про модель 1545. Это на самом деле самая доступная линейка Сквали, потому что, например, в ритейле российском она стоит от 80 тысяч рублей. И, как мне кажется, для Сквали, да, для Swissmade, для вот, ну, по большому счету, можно его назвать, наверное, все-таки микробрендом. Это круто. В общем, универсальная модель в таком в дайверском стиле для любых водных приключений, потому что здесь 30 атмосфер или 300 метров водозащиты, то есть можно и с аквалангом погружаться, и в бассейне применять, да можно и в офисе с этими часами ходить, конечно же. Вот, потому что я думаю, что в принципе такой дизайн, он достаточно универсальный и для повседневной носки. Ну, давайте мы сейчас немножко стрелочку... Так, слушайте, какая интересная здесь заводная головка. Она такая приплюснутая, очень удобно брать, и как будто бы такая на ножке, да, как вот как грибок. Так, отодвигаем второе положение заводной головки, перемещаем стрелочки, ну, чтобы у нас тут вот все на циферблате показать аккуратненько. И давайте вот здесь оставим заводную головку. Значит, что у нас по характеристикам? У нас здесь... 316L по корпусу и по браслету, Sellita SW200-1. Механизм здесь используется в градации стандартной. Да. Кстати говоря, в других моделях в большинстве ставят Сквали Elabor, и они существенно дороже. А вот в этой версии стандарт, ну, в принципе, как по мне, так по большому счету без разницы, если уж не какой-то прям там гик по механизмам. Вот. Зато цена, ну, весьма и весьма интересная, да, особенно по нынешним временам. Сапфировое стекло, плоское, с внутренним антибликом, суперлюминово C1 на метках и стрелках. Ну и вот конкретно эта версия, да, у нас с женевскими волнами на циферблате весьма и весьма, как по мне, так интересно. Есть вариации на браслете, есть вариации на каучуковом ремешке Tropic, да. Можно и то, и другое докупить отдельно, но я всегда вам советую, ребята, берите, если есть возможность, всегда на браслете. Лучше вы потом докупите ремешочек, там каучук, кожу, неважно. Вот. Ну и, собственно, понятное дело, что это Swissmade. Я вам, кстати, сразу хотел показать еще одну версию, вот как раз на том самом ремешке Tropical там, или Tropic, как его по-разному все называют, такой исторический дизайн ремня, который весьма и весьма удобен, если вы любите именно вот такие каучуковые ремешки, потому что он очень мягкий, он с вот этим большим количеством отверстий и летом, и особенно в море, да, в бассейне, это все приятно, потому что есть куда выходить поту, в воде. И вот эти ремешки мягкие. У Сквали они шикарные. Он немножко тянется такой. Ну, знаете, короче, эти ремешки очень приятно носить. Вот я вам советую попробовать. Берите на браслете, а потом отдельно докупите вот такой ремешок, и вы вот просто вот кайфанете. Я думаю, на все случаи жизни. Кстати, ремешок тут такой вот с фирменной баклей Сквали. И у нас еще одна версия, да, этой модели 1545. Вот с таким, как бы я бы сказал, серо-дымчатым циферблатом. Очень симпатичным. Здесь уже нет женевских волн на циферблате. Здесь такая версия с матовым. Более, я бы сказал,
ну, немножко более, наверное, дайверская, да, дайверская версия, но кому что больше нравится. И здесь, кроме того, есть еще и керамическая вставка на безеле. Как видите, в этой модели стальная вставка на безеле, здесь керамическая вставка на безеле, поэтому, ну, отличий довольно много. И выглядят и воспринимаются они абсолютно по-разному. Ну, тем более одна на браслете, другая на ремешке. В общем, будем с ими обоими знакомиться. Ну, по характеристикам, как я сказал, здесь то же самое, да, то есть модель одной линейки 1545. Давайте сразу пройдемся тогда уж и по характеристикам, если мы говорим про них, да, то и по размерам. Значит, по безелю здесь 40, но корпус существенно уже, по корпусу будет поменьше. Видите, да, безель у нас чуть-чуть нависает над корпусом на миллиметр, а то и на 1,5. За счет этого должен улучшаться хват, сейчас это тоже проверим. 12 по высоте неплохо для часов, у которых 300 метров водозащита. По браслету 20, так что любые сторонние ремешки будем надевать и пробовать без проблем. 48 от ушка до ушка. Короче, размеры ну прям максимально универсальные. Мое запястье 18,5 в обхвате. В общем, здесь на вот таком ойстер-ремешке посадка удобная. Корпус в целом очень сильно напоминает ойстер, и неспроста, потому что Сквалия за свою историю для кого только корпуса не производил, да? В том числе для некоторых великих и ужасных швейцарских брендов. Поэтому они эти корпуса с удовольствием и используют, например, вот в той же модели 1545. В общем, да, здесь на самом деле довольно-таки много таких пересечений с тем же Rolex Submariner, но в целом модель воспринимается несколько по-другому. И заводная головка здесь, да и безель по большому счету, и циферблат. Здесь достаточно много отличий. В общем, по большому счету вы смотрите всегда сами. Вы хотите модель более самостоятельную, да, с уникальным дизайном Asqualia, или такую вот версию, где есть определенное пересечение с некоторыми знаменитыми моделями. Но опять же, я вспоминаю, что история Asqualia — это именно история производства, в первую очередь, корпусов для именитых швейцарских брендов. А уже потом они стали делать свои собственные модели. Поэтому здесь они вполне себе имеют право делать те самые корпуса. Вот, версия на Tropical ремешке, да, с нашим матовым таким, я бы сказал, зеленым, темно-зеленым, наверное, где-то циферблатом, зелено-серый, такой очень интересный оттенок, очень симпатичные часы, такие, знаете, сдержанные, но при этом за счет того, что здесь керамическая блестящая вставка, у них тоже есть вот этот элемент шика. Но смотрите, согласитесь, да, ремешок, особенно как в этом случае он немножко такой не черный, а серый, да, светло-серый. Он хорошо сочетается с циферблатом, потому что циферблат тоже такой не очень яркий, и по-другому совершенно эта модель воспринимается. Круто. Что касается безеля, то 120 кликов, очень четкий, очень уверенный и приятный хват, потому что, как я говорил, безель здесь намного шире, чем корпус. Поэтому пользоваться безелем при случае будет приятно. И здесь очень аккуратная отделка, вот эта боковая часть, ребристая, да, по безелю шикарная, просто шикарная. Ну, если вы хотите, мы опять же параллельно между Submariner'ом, то, ну, по-другому здесь сделаны ушки, по-другому они, на мой взгляд, иначе выполнены на Squalia. Они как будто бы, да, выходят из-под безеля в данном случае. Есть определенные пересечения, но есть и определенные, по-другому воспринимаются в целом эти часы. Честно говоря, я бы даже не сказал, что это какой-то там хамаж в данном случае. Так, раз, два, три. Ну, слушайте, прям четко уверенный. Вот один из лучших безелей в этом ценовом диапазоне, что я пробовал. Очень здорово. И мне нравится заводная головка. Она такая крупная и приятно тоже оперировать, так же, как и этим безелем. Ушки, верхняя часть сатинированная, боковая часть по корпусу везде зеркальная полировка, задняя крышка, ну здесь только индекс модели, основные характеристики, ничего такого прям особенного нет, ну как бы, ну окей. Жаль, что нет системы быстрой замены ремешка, потому что ремешочек на браслет поменять, да и только в путь, да, или в дайв какой-нибудь, но, к сожалению, этого нет. Что касается модели на браслете, да, и с женевскими волнами, ну, здесь тоже, да, нет системы быстрой замены, задняя крышка похожая.
Oyster браслет классический, верхняя часть с сатинированием, боковая часть с зеркальной полировкой и внутренняя часть тоже у нас идет сатинирование. Застежка такая стандартная на двойной фиксации, ничего не произойдет, да, с ней не откроется. Вот. Есть система быстрой такой подстройки и есть дайверское удлинение примерно на 1,5 сантиметра. В общем, ну, такие профессиональные дайверские часы, все для этого в этой модели есть. И здесь, как я уже говорил, стальная вставка на безеле. Кому что больше нравится, в общем, дело вкуса. Циферблаты здесь, ну, как уже понятно, они идентичны, да? Но немножко по-разному, согласитесь, этой модели воспринимается. Есть окошко даты. Как по мне, так лучше бы без него, но, опять же, армия любителей даты, она со мной поспорит. Дата белого цвета. В принципе, метки здесь тоже белого цвета, все это покрыто суперлюминовой, так же, как и стрелки. И в плане читаемости здесь все на высоте, очень аккуратно. Мне нравятся вот эти такие наконечники у отметок 3, 6, 9 и 12 оранжевого цвета, как будто бы такая вот дополнительная такая проставочка идет. И она хорошо сочетается и на одной, и на другой модели с как раз вот этим вот логотипом Сквали, который идет. Ну, здесь у нас несколько логотипов Сквали, да, вот здесь еще, где надпись модели, 30 атмосфер по-итальянски указано. Есть еще вот такой логотип Сквали отдельный. И обратите внимание, как интересно компания делает цвет суперлюминовый. То есть в этой модели, которая такая матовая, сдержанная, здесь Old Radium, по-моему, да, это суперлюминово в старом добром стиле, а здесь именно белая. C1. Прикольно. Главное, что в плане сочетаемости это как бы вот именно правильный подход. Давайте посмотрим по весу. По весу на браслете, да, на полном браслете мы сейчас получим сколько? Ну, они нелегкие. 190 с небольшим. 190 с небольшим. И сразу давайте хотел вот что показать. Сколько у нас про запас здесь получается по браслету. Очень много. Вот так надо делать браслеты. Посмотрите, ну тут сантиметров 6. Но любое абсолютно запястье они сядут. А то и больше, а то и 7. Вот это круто. Вот называется, Сквали не экономит на дополнительных звеньях. Вот все бы так делали, особенно швейцарцы. Вот цены бы им просто не было. Сквали молодцы, за это прям лайк. Вот. И версия на Tropical ремешке, вот сразу можете понять, да, разницу. Там 190, здесь 90. 100 грамм сразу как будто бы их и не было. Поэтому эти часы на браслете либо на ремешке будут абсолютно по-разному восприниматься, когда вы их будете носить на запястье. Ну что ж, я думаю, самое время сейчас глянуть уже на макро. Так, ну давайте поглядим на версию с женевскими волнами. Здесь блестящая полировка на стрелках, на метках. Женевские волны очень симпатично выглядят. Сатинированная вставка на безеле вставленная. Ну и сам безель мне очень понравился. И заводная головка тоже весьма приятная и такая хваткая, да. Полировочка сбоку, сатинирование по браслету. Ну и задняя крышка волны. И в принципе все. Что хочу сказать по итогам. У этой линейки на самом деле большое количество разных вариаций. Я вот выбрал двое и решил вам показать, как мне кажется, интересные модели в разных таких совершенно подходах, да, где-то керамический безель, где-то безель стальной. Но в целом мне эта линейка понравилась. Если вы хотите именно такой вот универсальный дайвер с мощнейшими характеристиками, где все прям сделано по красоте, Swissmade, хороший механизм, но нет перебора по цене, да, вы не переплачиваете за тот же там Elabor Селиты довольно-таки много. Почему бы, собственно, и нет? Как мне кажется, очень неплохой выбор, если вот что-то подобное вы себе присматриваете. Поэтому мне понравилась эта модель, мне понравились вариации, и особенно, наверное, вот если бы выбирать из этих двух версий, мне нравится, конечно, версия вот эта вот, да, и кстати, на Tropical ремешке. Все равно берите ее на браслете, но вот носить вы ее будете, я думаю, на Tropical ремешке. Мне он понравился, и вот эта модель классная. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.